Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в столице Болгарии, в городе София. Хорошо ли жить в Софии? Я постараюсь рассказать и показать как можно больше об этом городе, о его плюсах и минусах. И вы узнаете, хорошо ли жить в Софии и подходит ли этот город для вас. Некоторые называют Софию провинциальная столица. А на гербе Софии есть надпись «Растет, но не стареет». И действительно, возраст болгарской столицы в глаза сразу не бросается, но если присмотреться, тогда только видно. София – первый город по населению в Болгарии с населением 1 383 435 человек. Местоположение. София расположена на западе Болгарии и окружена 5 горами. Высота над уровнем моря центральной части города составляет более 500 метров, а окраины столицы еще выше, до 600-800 метров. Административно София разделена на 24 района, или как их здесь называют общины. Самый большой район Софии – это Люлин. Он настолько большой, что там есть свой центр. Климат. Климат Софии характеризуется как влажный, континентальный. Самый теплый месяц Софии – это июль, со средней температурой воздуха 21,2 градуса. Хотя город окружен горами, но с севера-востока город открыт для холодных ветров с севера, поэтому зимы здесь намного суровее, чем на побережье. В самые холодные зимние дни температура может опускаться до минус 15 градусов и даже ниже, особенно в январе. Также присутствует большое суточное колебание температуры воздуха. Так, когда мы приехали утром было плюс 5, а днем температура поднялась до плюс 26 градусов. Летом в столице немного прохладнее, чем в остальной части страны из-за большей высоты над уровнем моря. Транспорт. В столицу Болгарии Софию можно добраться на любом виде транспорта. На самолете. Аэропорт Софии имеет сообщения с большим количеством стран и городов, чем другие аэропорты Болгарии. Въезд на территорию аэропорта от 2 евро. На поезде есть железнодорожный вокзал. На автобусе есть несколько автовокзалов Софии, которые принимают автобусы со многих стран мира. В Софии хорошо развит общественный транспорт, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Цена обычного билета по городу на любом транспорте составляет 80 центов за одну поездку. Также есть билет на целый день на все маршруты наземного транспорта, который стоит 2 евро. Цена месячного билета на метро: именной билет 18 евро и обычный билет 21,5 евро. Месячный билет на все виды транспорта: именной билет 25 евро и обычный билет 35 евро. Город поделен на зоны парковки. Так, парковка в синей зоне стоит 1 евро в час и разрешается не более 2 часов. В зеленой зоне можно парковаться до 4 часов по цене 0,5 евро за 1 час. Оплатить можно с помощью СМС или при помощи приложения Urbo. До Эгейского моря в Греции из Софии можно добраться за 3 часа, а до Черного моря, до которого 380 километров, можно доехать за 4 часа на автомобиле по трассе Тракия. Жилье. А что же жильем в Софии? В Софии строится новое жилье. Цены на аренду однокомнатной квартиры стартуют от 200 евро. А за 215 евро в месяц мы нашли вот такой вариант. Цены на аренду двухкомнатной квартиры стартуют от 230 евро. А за 245 евро в месяц мы нашли вот такой вариант. Хочу отметить, что это цены на долгосрочную аренду. В Болгарии долгосрочная аренда является аренда при заключении договора аренды от 1 года и более. При досрочном расторжении ранее полугода депозит остается у хозяина квартиры. Цены на квартиры стартуют от 40 тысяч евро. Такую вот однокомнатную квартиру можно купить за 46 900 евро, а вот такая двухкомнатная квартира стоит 63 750 евро. Но не обустроенная, попросту одна коробка. Также для Софии следует иметь в виду, что город большой, и условия и инфраструктура очень сильно отличаются от района к району, поэтому покупать сразу квартиру, не пожив какое-то время в данном районе, не советуем. Экономика, зарплаты и уровень жизни.
По самым последним данным, средняя месячная зарплата в Софии составляет 2298 лев, без вычета налогов и сборов. Для сравнения, в Варне она составляет 1514 лев, а в Бургасе 1343 лева. Коэффициент безработицы в Софии составляет 3,3%, в Варне 4,1%, а в Бургасе 4,8%. Количество преступлений в 2020 году на 1000 человек в Софии 1,7. Для сравнения, в Варне 2,5, в Бургасе 2,5. Медицина. Количество людей на одного врача в медицинских учреждениях по последним данным в Софии составляет 180 человек. В Варне 196 и в Бургасе 300. Инфраструктура. Муниципальные расходы на одного человека, проживающего в Софии, составляют 1020 лев, а в Варне такие расходы составляют 1062 лева и в Бургасе 1021 лев. Цена на воду составляет 2 лева 93 стотинки за 1 куб, в Варне 4,54, а в Бургасе 4,39 лев. Еще добавлю к сказанному. В городе муниципалитет установил кормушки для собак. Их можно увидеть в парках и в скверах. Чтобы посыпался корм животным, нужно вставить бутылку с водой в специальное отверстие. Такая кормушка рассчитана сразу на 2 собаки. Также по городу в последнее время были установлены общественные автоматические туалеты с системой самоочистки, но пока их очень мало. Образование. В Софии находится 22 университета, как государственные, так и частные. Есть колледжи, гимназии, школы, детсады. Функционирует 13 специализированных школ для детей с особыми потребностями. Культура и достопримечательности. В Софии представлен огромный спектр культурных достопримечательностей, исторических зданий, театров, множество музеев, многие из них входят в сотню национальных туристических объектов. Национальный дворец культуры НДК расположен в центре Софии, построен в стиле модернизма, а точнее в стиле брутализма. Это такое направление в архитектуре периода 50-х, 70-х годов, первоначально возникшее в архитектуре Англии. Одной из главных достопримечательностей для города является храм-памятник святого Александра Невского XIX века. Популярным местом для прогулки в Софии является центральная пешеходная улица на бульваре Витоша. Это очень приятное место для неспешных прогулок. Кафе на пешеходной улице располагаются прямо на открытом воздухе, а фонарные столбы, скамейки и киоски были недавно причесаны под элегантный стиль модерн. 2 старейших и самых известных моста в Софии – Орлов мост и Львовов мост. Львов мост расположен недалеко от центра города над рекой Владайской. Самый большой парк Софии – Борисова Градина, в недавно прошлом известный как Парк Свободы. Это, конечно, даже не 10% достопримечательностей Софии, это тема для отдельного и ни одного видео. Для любителей шопинга в Софии есть торговые центры. Самый популярный это Сердика-центр, The Mall, Sofia Ring Mall, Mall of Sofia, Bulgaria Mall. В отличие от других городов Болгарии, удивило, что парковка в некоторых торговых центрах платная при простое свыше 2 часов. Плюсы. Вид на горы – это восхитительно. Возможность с утра просыпаться и видеть горы из окна. С Софийского аэропорта больше выбор направлений полета. Удобное местоположение города, например, близко до греческого морского побережья по сравнению с Варной. Вода в кране менее жесткая. Накипи в чайнике почти нет. Местные говорят, что воду можно пить без кипячения, но мы не пробовали. Также на улицах почище, чем, например, в Варне, имеется большой выбор жилья. Есть достопримечательности и развлечения как в самом центре, так и в окрестностях. Но главный плюс – это, конечно, максимум возможностей и одна из самых больших средних зарплат по Болгарии. Также София отлично подойдет для людей, которые любят культурные мероприятия, выставки, фестивали. В городе присутствуют практически все сетевые магазины, поэтому цены на товары низкие. В городе есть покрытие 5G. Минусы.
Высокая вероятность землетрясения. Так, последнее крупное землетрясение было в 2012 году. Зимы более жесткие и холодные по сравнению с Варной и Бургасом, где зимой даже снежный покров бывает редко и ненадолго. Присутствуют автомобильные пробки по сравнению с Варной и Бургасом. Больше тратится времени на перемещение на работу, в школу и так далее из-за больших расстояний. Большие суточные колебания температуры воздуха. Также проблемой загрязнения воздуха Софии является ее расположение в Софийской долине, которая со всех сторон окружена горами, что снижает возможность самоочищения атмосферы. Воздух столицы в основном загрязнен мелкими частицами пыли и оксидами азота. А если еще добавить отопление зимой дровами и углем. Выводы. София – это город с максимальными возможностями, в первую очередь как для заработка и карьеры, но затраты на проживание тоже выше. Быстрый ритм жизни. У города, конечно, есть своя атмосфера и свое лицо, но кто ценит экологию и чистоту воздуха, проживание в городе будет не совсем комфортным. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!